Сегодня мы попробуем выйти в новом формате. На моем канале никогда раньше не было других спикеров, но я много слышал запросов на то, чтобы кратко описывать ситуацию на фронте, объяснять, что там происходит, кто куда продвинулся и так далее. Мы иногда это пытаемся делать, но тема для нас не профильная, я в ней понимаю мало. Но происходящее на фронте влияет на все и в первую очередь на российскую политику. Получать такую информацию важно. Поэтому я пригласил на свой канал Руслана Левиева. Руслан и его команда Conflict Intelligence Team делают, на мой взгляд, самую качественную аналитику происходящего на войне. И причем делают это не в интересах никакой из пропаганд, а просто объективно рассказывают, что произошло. Руслан всю неделю следил за происходящим на войне и подготовил для вас короткую выжимку. Мы добавили карт, чтобы было понятнее и нагляднее. Это первый для нас опыт такого рода, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам. Передаю слово Руслану. После захвата Авдеевки вооруженные силы России продолжают попытки продвижения в сторону Покровска, важного логистического узла ВСУ. До самого Покровска еще далеко. А пока что российские подразделения пытаются развить успех после захвата поселка Тоненькое в Ясиноватском районе и взять под контроль территорию в районе населенных пунктов Уманская и Яснобродовка. К западу от Бахмута российские войска взяли под контроль уже половину села Ивановское. Здесь и главная цель – город Часов-Яр. Взятие Ивановского позволило бы атаковать город не только с северо-восточной стороны, где бои идут уже в нескольких сотнях метров от первых частных строений, но и с юго-восточной стороны. Однако ВСУ держат под контролем важнейшие тактические высоты в этом районе, что является большой проблемой для российских сил. Потому что высота всегда дает преимущество, облегчает наблюдение за противником и проведение обстрела его позиций из артиллерии. В среду украинский солдат Артем Корякин написал в своем достаточно популярном твиттер-аккаунте, что последние дни по линии Стаханов-Первомайск-Попасная замечено движение большого количества российской техники и личного состава. Везут танки, боевые машины пехоты, идут колонны понтонных КАМАЗов и топливозаправщиков, как раз в сторону Бахмута, а далее Ивановского и Часова Яра. Похоже, российское руководство решило усилить давление на этом участке фронта. – 22 марта Россия начала массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорит о рекордных по масштабам атаках. По его словам, в 22-23 годах Россия при обстрелах применяла до 100 средств поражения одновременно. В этот раз их количество перевалило за 150. Цель – тотальный блокаут Украины. Вследствие ударов серьезные повреждения получила ТЭЦ-5 в Харькове. Ее работа остановлена. Также полностью уничтожена Змеевская ТЭС в Харьковской области. Остановлена работа Днепрогэс, по которой ударили российские ракеты. Как итог, Харьков погрузился в темноту. Еще в 7 областях Украины происходит экстренное отключение электричества. Обстрелы энергетической инфраструктуры продолжаются. Украина была вынуждена начать импорт электроэнергии из других стран, таких как Румыния, Словакия, Польша, Венгрия и Молдова, чтобы компенсировать недостаток энергии из-за атак на свою энергетическую инфраструктуру, как сообщает об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. – 28 марта в районе Севастополя был сбит российский Су-27. Пилот успел катапультироваться. Произошло это буквально через несколько дней после массированного обстрела объектов в аннексированном Крыму. Некоторые источники утверждают, что самолет могла по ошибке сбить российское ПВО. Похоже, успешные удары украинских ракет и дронов влияют на вероятность дружественного огня с российской стороны. Так, в конце прошлой недели украинскими ударами был поражен главный узел спецсвязи Черноморского флота, нефтебаза в поселке Гвардейская Симферопольского района, а также большие десантные корабли «Ямал» и «Азов». Украинская разведка заявляла, что корабль «Ямал» получил критические повреждения и накренился. Однако на спутниковых снимках повреждений не видно, как и крена. Тем не менее, руководство флота и российской армии в целом явно беспокоят такие удары. Противодействовать им можно только с помощью ПВО – сбивать летящие цели. Похоже, что после украинских атак российские ПВОшники забывают про осторожность и, на всякий случай, сбивают любую подозрительную цель. Особенно, если не получили от нее ответ.
Про военный телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, что именно это и произошло в данном случае. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» не получил ответа от пилота Су-27, а информация о вылете своего самолета не поступила силам ПВО. Еще в январе известный про военный телеграм-канал «Записки ветерана» цитировал мнение своего подписчика, который был непосредственно занят в сфере разработок системы российского ПВО. Он описывал, что в зенитных ракетных комплексах можно отключить систему свой-чужой. Он же утверждал, что у определенной части операторов она отключена всегда, поскольку, как он выразился, у нас приказ приземлять всех, а она нам мешает. Кроме того, отчасти устарела сама концепция применяемой системы распознавания объектов. Из-за активности украинского ПВО российским боевым самолетам и вертолетам приходится летать на сверхмалой высоте, из-за чего начинает играть большую роль радиогоризонт. Для тех, кто не знает, радиогоризонт – это дальность, на которую радиоволны могут достичь, прежде чем земная кривизна или препятствия, такие как дома, спрячут их за горизонт для приемника. Уже бывали ситуации, когда датчик системы свой-чужой на зенитном ракетном комплексе успевал сделать запрос, а самолет не получал этот запрос из-за радиогоризонта. В контексте ситуации на фронтах часто принято обсуждать вопрос поставки самолетов F-16 для Украины. На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве заявил, что первые F-16 могут появиться в небе Украины к середине лета. Вопрос сроков поставки и количества самолетов всегда упирается в наличие подготовленных пилотов. А первая обученная группа из 12 пилотов будет готова как раз к лету. Именно поэтому для начала планируется передать только 6 самолетов. Здесь также важно, какую модификацию самолетов пообещали Украине. Известно, что Украине будет передано F-16 модификации Блок-20. Это поколение начала 90-х годов. Оно не дает какого-то заметного преимущества над российскими самолетами. Однако самолеты, они подобно автомобилям, их можно модернизировать до более свежих версий. В понедельник стало известно, что Греция будет оптимизировать свои воздушные силы. Имеющиеся на балансе сразу 7 разных модификаций самолетов, потому что обслуживать такую большую номенклатуру довольно-таки дорого. Греция собирается продать имеющиеся у них самолеты F-16 версии Блок-30, а также радары от самолетов F-16 версии Блок-50 и Блок-52. Теоретически, Украина могла бы как раз купить радары от Блок-50 и 52, чтобы модернизировать свои F-16. Ведь радары – один из важнейших компонентов в нынешнем воздушном противостоянии двух стран. Чем современнее радар в твоем самолете, тем дальше ты видишь цель, и тем раньше можешь ее атаковать. В понедельник начнется весенний призыв на срочную службу в России. С этого года расширены рамки призыва. Теперь под него подпадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. При этом в Москве решили сделать единый пункт призыва. То есть всех призывников открепили от районных военкоматов и прикрепили к единому центру. Заявляется, что это сделано с целью разгрузить военкоматы. Многие испугались, что это может быть сигналом подготовки ко второй волне мобилизации. Я так не думаю. Вспомните, когда проводили первую мобилизацию осенью 2022 года, то специально сдвигали сроки осеннего призыва с октября на ноябрь. Так что если бы весенний призыв мешал проведению второй волны мобилизации, его бы просто отложили. Более того, это новшество, единый пункт призыва, ввели на тот момент только в Москве. А Москва, как мы знаем, явно не основной источник мобилизованных в стране. Что касается военкоматов, то последние 2 года они действительно перегружены и попросту не справляются с бумажной работой. Ведь на них возложены не только вопросы мобилизации, но и организация призыва на срочную службу, оформление всего, что связано с погибшими военнослужащими, а еще розыск пропавших без вести, а еще общение с родственниками. Мы видим, что Министерство обороны поменяло порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий. Теперь это будут делать кадровые части самих воинских подразделений. Возможно, таким образом предполагается снять часть нагрузки с военкоматов. Что касается единого пункта призыва в Москве, очень интересно, как он будет функционировать. Ведь общие реестры военнообязанных и повесток до сих пор не созданы. Тогда на базе чего все это работает? Что-то быстренько на коленке сделали для Москвы? Тогда все равно придется потом переходить на единую инфраструктуру.
Поэтому непонятен смысл всего действия. Видимо, Собянину дали задание откатать систему по типу МФЦ, раз это у него так хорошо получается. Но есть большие сомнения относительно того, насколько получится потом распространить эту практику на всю страну. Все-таки даже в Москве в плане цифровизации военкоматов все очень плохо. Что уж говорить про другие регионы России. Это были самые важные новости войны на этой неделе. Увидимся на следующей.